А вы знали, что производство можно организовать прямо у себя дома? Например, купить станок для вышивания и легко делать 100 тысяч рублей в месяц или сыроварню. Пара часов работы и в кармане уже средняя зарплата за неделю. Я собрал для вас простые способы, как организовать небольшое, но жутко прибыльное производство в соседней комнате. А в конце покажу идею на миллион, как практически со 100 рублями вложений уже можно начать зарабатывать. Кто не любит снеки? Я, например, обожаю, даже без алкоголя. Из самых обычных фруктов и кусочков мяса можно получить сухофрукты и мясные чипсы. При помощи вообще минимальных вложений. Небольшая сушилка либо духовка с конвекцией, и вы уже можете попробовать сделать первую партию. А имея всего 150 тысяч рублей в кармане, можно обустроить небольшую, но уютную производственную линию в гараже или даже в отдельной комнате. И производить снеки в таких объемах, чтобы это стало вашим основным источником дохода. Путь от маленького домашнего производства до ведущего поставщика местных лавок и магазинов сухофруктов или даже уникального магазина мясных лакомств не так уж и далек. Все зависит от ваших амбиций и действий, а спрос на вкусненькое есть всегда. А может, у вас романтическое настроение, и вы хотите начать такое дело, чтобы медитировать и к тому же делать на этом деньги? Откройте небольшую гончарную мастерскую. Каждый виток гончарного круга, каждое прикосновение рук к мягкой, податливой глине рождает нечто уникальное, неповторимое. И да, эти творения ценятся на вес золота. Глина стоит сущие копейки. Первый гончарный круг можно купить в районе 40 тысяч рублей. Его уже будет достаточно, чтобы делать крутые вазы и постепенно оттачивать свое мастерство. Но, как в любом деле, тут есть свои испытания. Это искусство требует не только терпения и усидчивости, но и готовности обучаться, экспериментировать и, конечно, допускать ошибки. И если в вашей душе живет стремление к творчеству, если вы ищете уютное убежище от суеты, где можно создавать и в то же время обеспечивать себе достойное существование, то гончарный круг и печь для обжига станут вашими верными спутниками. Дерзайте и не забывайте, что помимо собственного производства, вы сможете продавать впоследствии мастер-классы или даже давать полноценные уроки, что тоже приносит достаточно денег. В мире, где каждый ищет путь к здоровому образу жизни, начать свое дело в сфере производства сыра – это как найти настоящую золотую жилу. И не просто золотую, а ароматную, вкусную, вызывающую восхищение и аппетит у каждого, кто хоть раз попробует ваш продукт. Неважно, стартуете ли вы с крошечной сыроварни на квартире или запускаете полномасштабный цех, вы всегда сможете найти своего покупателя. Сейчас, когда все гонятся за уникальностью и качеством, сыры твердых сортов – ваш билет в мир успеха. Сыр можно варить даже в обычной кастрюле, если вы вообще хотите понять, ваше это или нет. Дальше покупайте автоматическую сыроварню и смотрите спрос. Лучше не гонитесь за объемами в самом начале. Можно зарабатывать на высоком чеке, делая качественный и экологичный продукт. Еще один классный вариант домашнего производства – работа с кожей. Тут есть много разных направлений, но предлагаю начать с самых азов. Простые кошельки, обложки на документы, визитницы и карт-холдеры. Интересна математика более серьезных изделий? Рюкзак за 10 тысяч рублей, а половина – ваша чистая прибыль. Разве плоха рентабельность? А вот портмоне, они как горячие пирожки в диапазоне от 2,5 до 3,5 тысяч рублей. А сделать их можно по 10 штук за смену, если делать типовое изделие без особых изысков. Делайте свой собственный YouTube-канал, страницу в социальных сетях и постепенно собираете постоянных клиентов. Когда набьете руку и появится очередь, можно смело делать более существенную наценку на свои изделия.
Некоторые мастера берут 300 или даже 400% от стоимости материалов за свою работу. Не умеете готовить? Но это не значит, что нельзя заработать в кондитерской среде. Смело покупайте 3D-принтер для еды на китайском рынке и начинайте экспериментировать. Можно печатать различные кондитерские элементы – узоры, декор, фигурки и другие элементы. Ведь сейчас торты украшают так, что иногда они напоминают какую-то поделку или даже макет, где все элементы должны быть съедобными. И принтер в этом отлично помогает. Для многих кондитеров освоение этого агрегата становится слишком трудоемким процессом, и им проще просто заказывать элементы декора, заботясь только о самой идее и вкусовых свойствах будущего торта. Это настоящее чудо техники, которое доступно каждому. Я говорю про гравировальный станок с ЧПУ. Даже школьник может стать мастером гравировки, ведь для начала работы с этим аппаратом не нужно быть ни инженером, ни волшебником из сказки. Просто выберите изображение, загрузите его в аппарат и вуаля, ваше произведение готово. А иногда даже загружать не надо. Подключайте к компьютеру и одной кнопкой запускаете весь процесс. Этот компактный аппарат может воплотить в жизнь любую фантазию, будь то утонченное украшение, уникальная персонализированная подарочная коробка или даже гравировка на клавиатуре ноутбука. Цена? Она вас приятно удивит. Стоимость такого аппарата начинается всего с пары сотен долларов, которые с легкостью окупаются с помощью досок объявлений и просто сарафанного радио. Или что скажете про станок для вышивания? Покупаем уже готовые базовые футболки и свитшоты. Находим оригинальные и необычные принты и производим одежду совершенно другого уровня и цены. Можно работать на заказ. Модникам станет по душе возможность украсить любимую вещь уникальным узором, а бизнесмены оценят шанс создать узнаваемый стиль своей компании. Цена? Да, начать можно с 40 тысяч рублей. Но если вы готовы к серьезным делам, то стоит взглянуть на модели посерьезнее, начиная от 150 тысяч рублей. Они обладают большей производительностью и точностью вышивки, что позволит продавать готовые изделия несколько дороже. Вот я и добрался до чуда техники, которая взбудоражила мир красоты – ногтевого принтера. Это не просто аппарат. Это настоящий волшебник, способный перенести любую картинку прямо на ваши ногти. Стоимость такого чуда колеблется от 40 до 100 тысяч рублей. И это открывает перед вами двери в мир больших денег. Ведь кто тратит больше, чем женщины на свою красоту? Представьте, девушка сидит в уютном кресле салона красоты, выбирает любимое изображение или фото, и через полчаса на ее ногтях расцветает настоящее искусство. Только делать это можно прямо дома. Но тут есть свои нюансы, я должен предупредить. Да, реклама этих принтеров обещает чудеса, но всегда стоит заглянуть за кулисы. На деле принтер требует тонкой настройки и аккуратности. Пальчик нужно держать идеально ровно, иначе картинка может исказиться. А форма ногтя или пальца может внести свои коррективы, добавив непредвиденные штрихи в итоговый результат. Не забываем и о расходниках. Картриджи с краской, без них никуда, но они требуют дополнительных вложений. В остальном же это безотказный аппарат, который позволяет делать то, что недоступно даже лучшим мастерам по маникюру. Гидрогелевые пленки – это лучшая защита для наших верных спутников – смартфонов, смарт-часов и фитнес-браслетов. Этот тонкий, едва заметный слой, спасающий экраны от нежелательных царапин и повреждений, очень востребован в нынешние времена. Ведь с помощью подобных пленок нет необходимости прятать изящество техники за громоздкими чехлами.
И вы можете изготавливать подобные пленки на заказ, беря не просто типовые аппараты вроде айфонов и других популярных телефонов, а защищая редкую и дорогостоящую технику. Например, ноутбуки или планшеты, для которых практически нет тонких и удобных чехлов или защитных пленок на все грани. Китайцы в основном ограничиваются только дисплеем. Подумайте об этом, заработок тут шикарный. А что скажете по поводу небольшого производства мебели? Нет, вам не обязательно иметь огромные и дорогостоящие станки. Можно начать с обычной лофтовой мебели, которая фактически является конструктором. Для примера возьмем столы. Мы отдельно покупаем основание из металла, покупаем столешницу или попросту деревянный щит нужного размера, все аккуратно собираем, покрываем маслом, красиво фотографируем и готово. Я, конечно, обобщаю, но не вся мебель требует каких-то больших затрат и навыков. Начать можно и с самого простого. Вопросы ухода за коврами остаются актуальными по всему миру. Ведь ковры придают помещению красоту и роскошь, но требуют соответствующего ухода. Если у вас есть желание взяться за это дело, вы можете создать специализированную прачечную прямо у себя дома, либо выезжать к клиенту на дом. Главное, чтобы у вас была точка подключения и необходимое оборудование. Для эффективной очистки потребуется следующее оборудование: пылесос для удаления пыли и грязи с ковров, роторная машина для глубокой стирки, автомат с высоким давлением для тщательного ополаскивания, а также центрифуга для быстрой сушки. Даже на полупрофессиональном оборудовании можно успешно постирать до 10 ковров за одну рабочую смену. Этот бизнес может оказаться прибыльным и востребованным, так как многие владельцы ковров ценят чистоту и уход за своими изделиями. Вязаная одежда всегда остается востребованной, особенно в холодное время года. Она не только обеспечивает отличное сохранение тепла, но и имеет стильный внешний вид. Запуск мини-цеха по производству вязаных изделий может стать отличным источником дохода в относительно короткий срок. Особенно, если вы сосредотачиваетесь на массовых и доступных товарах, таких как шапочки и носки. Места много не нужно, хватит даже комнаты в обычной квартире. Важно также уделить внимание презентации товаров, чтобы привлечь внимание сегмента подарков, ведь многие приобретают продукцию не для себя, а в качестве презента. Как это сделать? Просто красивая и аккуратная упаковка, можно взять крафтовую бумагу и бечевку, что уже смотрится презентабельно. К тому же исследование рынка детской одежды может открыть перед вами огромные возможности, учитывая высокую маржинальность в этой нише. Для начала потребуется приобрести вязальные машины и станок для автоматической выкройки. Часто такое оборудование можно найти на вторичном рынке по весьма разумным ценам, что поможет снизить начальные инвестиции. Средний срок окупаемости такого бизнеса, особенно при активной продаже через доски объявлений и учитывая популярность вязаных изделий в холодное время года, может составить всего несколько месяцев, что действительно позволяет рассчитывать на большой успех и прибыль. Думаю, вы замечали, что сфера услуг по заточке ножей и дублированию ключей остаются востребованными независимо от технического прогресса. Эти услуги удобно объединить в одной небольшой мастерской, что может создать дополнительные возможности для привлечения клиентов и увеличения дохода. Стоимость оборудования действительно доступная, что делает старт в таком бизнесе более доступным для предпринимателей. Реклама через соседей и доски объявлений – отличный способ привлечения клиентов, особенно на начальном этапе. Кроме того, уделяя внимание качеству обслуживания и удовлетворяя потребности вашей местной аудитории, вы можете быстро завоевать репутацию и лояльных клиентов. Копчение мяса и других продуктов может быть отличным бизнесом, который вы сможете организовать у себя дома. Особенно, если живете не в квартире, а, допустим, в частном доме или у вас есть гараж. Вам понадобится всего несколько шкафов, вентиляция и доступ к электроэнергии для контроля над процессом.
Мясные деликатесы и закуски всегда пользуются устойчивым спросом, и вы можете предложить свою продукцию соседним магазинам и пивным точкам. Себестоимость бизнеса зависит от выбранного вами сырья. Если вы работаете с птицей или свининой, затраты будут одни, но если вы решите создавать деликатесы из редкой рыбы, то себестоимость будет совершенно другой. Кроме того, поддержание чистоты в помещении и чистка оборудования очень важны. Ведь безопасность продуктов и здоровье клиентов важны в таком бизнесе. Важно также соблюдать все нормы и требования по обработке и хранению продуктов, чтобы ваш бизнес был законным и безопасным для потребителей. В целом, копчение продуктов может быть удачным и прибыльным занятием, если подходить к нему серьезно и ответственно. Идея производства мини-домиков и когтеточек для домашних животных действительно может быть прибыльной, так как владельцы питомцев всегда готовы заботиться о своих пушистых друзьях. И платить весьма неплохие денежки, кстати. Начинать стоит с простых изделий, таких как когтеточки. Сначала вы можете использовать базовые материалы, такие как джутовый канат и деревянные компоненты. Чтобы создать первые образцы продукции и найти своих первых клиентов. Получение отзывов от клиентов поможет вам улучшить свои изделия и учесть их пожелания. Себестоимость бизнеса очень небольшая на начальном этапе, особенно если у вас есть базовые инструменты вроде молотка, пилы и так далее. Постепенно, при успешном развитии бизнеса, вы сможете расширить ассортимент и предложить более сложные изделия. С этим не стоит торопиться. Сначала просто наработайте базу клиентов. И тема, которую я обещал в самом начале. Самая главная прелесть этой идеи в том, что вы практически не будете вкладываться. Максимум потратитесь на продукты, которые и сами можете съесть. Я говорю про производство букетов из зефира. Это не просто сладости. Это маленькие произведения искусства, которые могут радовать не только вкус, но и глаз. Возможность экспериментировать с формами, цветами и ароматами открывает перед вами двери в мир творчества и неплохих денег. Начать этот сладкий бизнес можно с минимальными вложениями. Достаточно иметь под рукой основные ингредиенты и набор форм, чтобы превратить кухню в настоящую зефирную фабрику. Даже упаковывать первые творения можно в обычную крафтовую бумагу. Вы спросите у меня, а как вообще это все делать? Просто введите этот запрос в поисковике. Там миллионы таких уроков, которые позволят с легкостью изучить это ремесло, даже если вы полный ноль в кондитерском деле. Из специального вам нужны будут только насадки, чтобы делать эти самые цветы. Но их полно в интернете по 100 рублей за целый набор. Так что дерзайте. Открыть собственное производство гораздо проще, чем вы думаете. Для этого не надо миллионов, аренды больших помещений или найма десятка работников. Вы сами сможете начать, если просто начнете действовать, а не сидеть на месте. Спасибо за просмотр, удачи вам в ваших начинаниях и не забывайте, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. И до встречи в следующих видеороликах. Пока!